Мы уезжаем из Японии. Куда именно, скоро расскажем. Поехали. Но для начала самая нелюбимая часть поездки – собирание чемодана. Мой типичный чемодан. Подарки. Коты. Вылетаем мы из аэропорта Фукуоки. Здесь он маленький, но очень удобно, что он находится всего в 10 минутах на поезде от центра города. Мы, как всегда, по привычке приехали слишком рано. Интернациональный терминал будет перестраивать до 26 года, но все равно здесь довольно уютно, есть места, где можно перекусить и отдохнуть. Как аппетитно! Пока-пока, японская еда! Здесь небольшая выставка поддельных брендовых продуктов. Да, в Японии подделки – это большая редкость. Здесь они поэтому вот так представлены, типа, будьте аккуратны, за границей продается много фейковых вещей. Пока у нас есть время, решили зайти посидеть в лаунже. Лаунж Фукуока. У нас есть Priority Pass, можно пройти. О, ничего себе. О, технологии. Довольный Изми. Именно. Чек. Сごかったね。一番楽しい。В общем, очень комфортный лаунж. Мы здесь будем примерно 1,5 часа. Мы готовы даже дольше здесь просидеть. Мы приехали в Шанхай. Здесь у нас будет пересадка 6 часов, поэтому мы пришли опять в лаунж. Очень красиво. Посмотрим, что тут еще есть. Тут тоже довольно хороший выбор алкоголя. Thank you. Вылетаем в Стамбул в 1:30 ночи. Мы прилетели в Стамбул. Наконец-то наш очень длительный перелет окончен, и мы прилетели в Турцию, в Стамбул. Сейчас мы находимся в квартире моих родителей, и сразу отвечу на некоторые популярные вопросы. Первое, где коты, с кем коты? Наши коты, конечно же, остались в Японии, и сейчас с ними живет наша знакомая, поэтому за них не волнуйтесь, они комфортно себя чувствуют даже с другими людьми, и мне обязательно, чтобы это были именно мы, к сожалению, но здесь у меня у родителей есть тоже котик, поэтому не волнуйтесь, коты будут в кадре, просто не наши коты. И второе, почему мои родители в Турции? Некоторые думали, что они переехали жить в Японию ко мне, но они просто приезжали на какое-то время в гости.
И в Японии был вариант, конечно же, остаться жить, но там трудно жить без японского языка. В Японии мало кто говорит на английском языке, тем более на русском. Поэтому намного комфортнее было им в Турции, и они решили сюда переехать. Так что сейчас мы приехали повидаться с моими родителями, но это не последняя наша точка назначения. Также у нас много планов на Европу, о которых я расскажу позже. Также многие меня спрашивали, как у нас получается совмещать работу, учебу и поездки за границу. По-настоящему нам очень повезло, что у нас работа на удаленке, поэтому неважно, где мы работаем, главное подстраиваться под японское время. И сейчас, допустим, Изами начинает работать в 4 утра, потому что у него начало работы по японскому времени в 10 утра, что, конечно, очень трудно вставать так рано утром, но, с другой стороны, он уже в обед заканчивает работу, и мы можем после этого исследовать разные города, что довольно здорово. И насчет учебы, думаю, некоторые из вас помнят, что мы сейчас изучаем английский язык, пытаемся его как-то больше использовать и за границей тоже. Мы даже в прошлом году летом на 3 недели ездили на Филиппины в языковую школу английского языка QQ English, где мы в реальности офлайн занимались с преподавателями английского языка. И сейчас мы продолжаем обучение английскому языку в школе QQ English, но уже онлайн, с теми же преподавателями, что мы до этого учились на Филиппинах, что очень здорово, они нас помнят, знают наш уровень языка, какой к нам нужен подход для обучения. И также очень удобно, что можно продолжать обучение онлайн, поскольку мы можем учиться где угодно, как, допустим, сейчас мы находимся в Турции, после этого мы поедем в другую страну, позже расскажу какую, и нам нужен только телефон или компьютер для обучения, а также доступ к Wi-Fi. В любое время можно записаться на урок, и также можно выбрать любого преподавателя, который вам понравился, что опять-таки супер удобно. Hello and good afternoon. Good. Here is morning. It's morning time Yes. there. I'm in Turkey now. You are in Yeah, in Turkey. 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 You're in Turkey. Yeah. Oh. Если вы тоже хотите начать изучать английский язык или улучшить ваш уровень, допустим, я сейчас осваиваю бизнес-английский, то советую вам школу QQ English. У них сейчас как раз проходит майская акция. С 13 мая по 7 июня, если вы покупаете пакет на 3 месяца, то 1 месяц будет вам в подарок. Если пакет на 6 месяцев, то вы оплачиваете 5 месяцев и 1 получаете бесплатно, а при покупке пакета на 12 месяцев вы получаете целых 3 месяца в подарок. И также для моих подписчиков по промокоду TORI скидка 10%. Это плюс к акции, и также она работает до конца этого года, не только во время акции. А если кроме изучения английского языка вам также интересно путешествие по азиатским странам, советую поехать в реальную офлайн школу QQ English, которая находится на Филиппинах на острове Себу. Мы там были в прошлом году, и было очень здорово. Остров Себу довольно удобное место для изучения Филиппин и разных отдаленных островов с тропическими пляжами, разными заповедниками, джунглями и так далее. Поэтому можно совместить полезное и приятное путешествие на Филиппины и изучение английского языка. И самое интересное, QQ English — это японская компания, поэтому у них очень ответственный японский подход. Много из-за этого японских студентов приезжают на Филиппины в их школу учиться, и у них есть персонал, который разговаривает как на английском, японском, так и русском языке, что очень удобно, если что, вам всегда помогут. Вся информация подробная есть в описании этого видео, переходите по ссылке и не забывайте промокод TORI. Насчет наших планов на эту поездку в Европу, мы приехали всего лишь на 3 недели. Хотелось бы, конечно же, подольше здесь побыть, но, к сожалению, все же трудно совмещать поездки за границу и работу в таком ритме, потому что каждое утро с 4 утра работать, конечно же, все-таки тяжело для организма. Думаю, в следующий раз мы приедем подольше, когда уже без работы или когда получится работу сместить по времени, но в этот раз 3 недели. И наши планы очень насыщенные. Первую неделю мы проведем именно в Европе. Мы поедем в Испанию, в Барселону, а также в маленький городок под названием Бланес, где у нас живут друзья. В Испанию в основном я хочу поехать, потому что я там ни разу не была. Изами, в принципе, в Европе был только в Дании и в Украине, поэтому для него это будет очень новый опыт. И также мы поедем в Италию на несколько дней. В основном наша главная цель в Италии – это еда, потому что мы, как настоящие японцы, уже обожаем вкусно поесть.
И да, конечно, в Италии тоже очень красивая архитектура, природа, но в этот раз у нас будет всего лишь несколько свободных дней для путешествия по Италии, поэтому мы решили сконцентрироваться на еде. И мы поедем в город под названием Болонья, думаю, некоторые могут его знать. Это считается город гурманов в Италии. Там очень много разной вкусной еды оттуда пошло, как тот же соус болонезе, рагу они его называют, мясной соус для спагетти, разные виды спагетти, тарталини. Конкай на Европа рекоды таношимиштеру моно ва нан desu ka? ぱグルメですかね。 Гурме, グルメかね。 Италия. イタリアのボローニャと、 О, まあパスタか。 паста. イタリアのパスタと、あとスペインのシーフードかな。あー、シーフードね。今回ちょっと私が行き先決めちゃったけどさ、うん。泉が行きたいヨーロッパの国とか町とか他になんかあるの？ああ、どこだろうな。ヨーロッパかわかんない。フィンランドとか。А, Финляндо. 本場のサウナ 確かに体験したいのと、 И в этот раз нам также покажут разные города мои подписчики, кто откликнулся в Инстаграме. Всем большое спасибо. Это очень здорово посмотреть на город изнутри, глазами людей, кто там именно живет, а не просто путешествует, как мы. Поэтому мы сделаем обязательно влог из Европы, из Испании и Италии. Надеюсь, что вам понравится. А сейчас у нас будет небольшой влог из Турции, как мы проводим время с семьей. Сейчас мы приехали вот в такой большой парк всей семьей и будем устраивать барбекю. Очень-очень большой парк, словно лес. Изами, додыска, коко. 大自然だね。保護林みたい。 Тоскани. Здесь есть большое озеро, но мы решили сесть вот так вот внутри леса, потому что очень красиво, прохладно. Где-то на улице сейчас плюс 20, в тени очень приятно. И хоть это и лес, здесь вот так вот люди прямо на машине сами въезжают внутрь. Довольно удобно, не нужно тащить ничего далеко. И турки обожают пикники. Очень много людей вот так вот сидит. Сегодня еще воскресенье, и мы чуть не подрались за стол только что с турецкой семьей. Я, конечно, шучу насчет подрались, но у нас прям был дискуссия, чей это стол, потому что мы вроде заняли его первый, но они вроде хотят его с другим столом совместить, поэтому мы такие, ладно, место, к счастью, нашли, но все очень отлично от Японии. Как мои родители подметили, в Японии бы все было пронумеровано, зарегистрироваться нужно заранее, какой столик хочешь использовать. А здесь мы столы туда-сюда таскаем. Конечно, совершенно другой мир. Не порть красивый лес. Мы, как всегда, супер неподготовленные, поэтому у нас нету переворачивать щипцов, и мы палочками. Щипчики じゃないの。 Коля щипчики джанай. Это не щипчики. なんで？ Щипчики シップの？ тецу де декитерю. Это палочки. なるほど。I understand. I understand. Вот такой у нас довольно простой стол. Сыры турецкие. Нам это в Японии не хватало. Оливки. Мясо замариновали вот так вот в майонезе. Тоже японцев это пугает, удивляет. Привезли в огромной банке от йогурта, потому что негде было. Не, йогурта не было же в этом. Был? Ну прямо йогурт, майонез. В Японии обычно ничего не маринуют, и такой шашлык редко делают. Не классический шашлык, потому что у нас почти никто в семье не ест не курицу. Это что? Карась? Не, это дорадо. Дорадо. Ух ты, какая красота. Даник. Что там? А кто там? Какая рыбка. Дай мне, хочешь рыбку? Ой. Давай, пробуй, Изами. いただきます。いただきます。 Не дождаться. Да. もうすぐ Ищи. Майонезы. 優しいね。 Аそうなんだ. うん。 しょっぱくない? いくらでも食べれる。Очень вкусно. Очень вкусно. 私はない。 Можно не кормить, просто показать ему. Уже сразу вкусно. Можно? Можно. Ио. Можно. Терияки? Якитори.
Ну, это якитори, они жареные. Жареные курицы. Тори. Japanese taste. Japanese taste. Прямо в лесу предлагают сладкую вату для детей. Они в таком этом... О, здесь школяр. Я не люблю их, с них все липкое. А что, прям две? Мы тоже вот так вот несли стол. Сейчас вот ребятам отдали, потому что уже закончили. Реально огромный парк, лес. И займи хватит. Мы поели и сейчас идем в сторону озера. Меня все спрашивали: Вика, сколько уже твоей сестре лет? Ей же только 10 было недавно. Но по-настоящему уже скоро 16. Вот так вот быстро время летит. Мы нашли черепаху. Причем она такого большого размера. Я снимаю 2 гусей, а там их целое стадо. Мама, прячь Даймика. Сейчас Даймик здесь. Гусь. Мама, не надо гонять, да? Не гонять гусей. Не травите собаку. Ничего себе. Какие-то странные гуси. Какие-то они как смесь гусей и уток.